Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео вам покажу, как можно сделать такую венецианскую штукатурку своими руками. Перед началом работы обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Первым этапом необходимо на поверхности создать вкрапления. В качестве них я буду использовать декоративную добавку в виде хлопьев. Ее использую для жидких обоев. Желательно, чтобы у вас поверхность была не только хорошо подготовлена, как под покраску, но и окрашена в близкий цвет к самым темным хлопьям. В моем случае это черный цвет. Добавлять хлопья я буду в бесцветную краску. Текс база D. В этой краске отсутствует белый пигмент, и она используется для колировки в темные цвета. Добавили небольшое количество хлопьев и хорошенько перемешиваем. Наносить эту смесь нужно аккуратно, старайтесь распределять хлопья по поверхности равномерно. Можно также использовать обычную белую краску, но с ней будет тяжело контролировать количество хлопьев. Старайтесь распределять крапинки равномерно по всей поверхности. Если у вас это не получится сделать за первый слой, всегда можно нанести после высыхания второй и добавить те места, где не хватает. Через 2-3 часа краска полностью высохнет и станет максимально прозрачной. И только после этого можно продолжать с ней дальше работу. Поверхность полностью высохла. Сейчас ее нужно слегка прошкурить 240 наждачной бумагой. После того, как прошкурили всю поверхность, ее необходимо обеспылить при помощи кисточки либо влажной тряпки. Далее наносим серебристую краску. Набираю небольшое количество, этого будет достаточно. Наносить серебро я буду участками, перекрывать всю целиком поверхность не нужно. Ждем высыхания серебристой краски, а после нанесем известковую венецианскую штукатурку. Материал я буду использовать торговой марки Декораза. Это известковая венецианская штукатурка. Наносить я ее буду при помощи кельмы и маленького шпателя. Набираю материал на кельму. Наносите венецианку волнообразными, перекрестными движениями. Главное, чтобы они не повторялись. Нанесли первый слой, теперь нужно дать ему полностью высохнуть.
Первый слой венецианки высох, наносим второй на сдир. Нанесли второй слой, после его высыхания берем 120-ю наждачную бумагу и шлифуем всю поверхность, чтобы открыть все крапинки. Закончила грубую шлифовку 120-й наждачной бумагой. Сейчас беру 360-ю в виде насадки на болгарку. Использовать болгарку буду при низких оборотах, чтобы шлифовка была максимально аккуратная. Закончили шлифовать 360 и 500 наждачной бумагой. Далее беру вот такой шпатель и начинаю доглинцовывать поверхность. Шпателем подглинцевали всю поверхность. Теперь при помощи этого же шпателя наносим защитный воск. Наносим воск на поверхность. Минут через 20 после нанесения воска его необходимо заполировать. Я это буду делать при помощи болгарки с меховой насадкой. Вы можете использовать обычную ткань. Закончили полировку. Далее я сниму скотч с краев образца и подведу итоги. Вы часто спрашивали, что можно сделать в ванной комнате. Этот вариант как раз то, что нужно. Покрытие из венецианской штукатурки на известковой основе устойчиво к образованию плесени, а за счет воска еще и к попаданию влаги. Также подобная имитация натурального камня будет хорошо смотреться на кухне в качестве фартука. Отлично подойдет для отделки колонн или акцентной стены. Издалека такая поверхность привлекает внимание за счет сильного глянца, а подойдя ближе, внимание концентрируется на вкраплениях. Эти гранулы очень интересно рассматривать. Контуры некоторых из них выделены серебром, особенно хорошо это заметно у черных крапинок, глаз не оторвать. Техника нанесения простая и не требует художественных навыков. Самое сложное в такой работе – это поэтапное ошкуривание поверхности. На это тратится больше всего времени и образуется очень много пыли. Поэтому заранее подумайте о средствах защиты органов дыхания и последующем пылеудалении.
В идеале использовать шлифовальную машинку, присоединенную к строительному пылесосу. Это сэкономит много сил и времени на уборке. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Здоровья вам и удачи!